Добрый день! Вы находитесь на канале Соволмаш. С вами Александр Сударев. И сегодня мы с вами наблюдаем подключение, пусконаладку, запуск и уже работу, я бы даже сказал, очередного штампа, который интегрирован в наш пресс. Здесь сейчас речь идет о том, что мы получили возможность изготовления сегментов пластин. Это же у нас статор, да? Да. Пластин статора. Мне тут правильно подсказывают. Это колобок, а точнее его последователь. Мы всегда говорили и показывали колобки 318 габарита. Это же переработанная версия 305 габарита. И это все еще универсальный двигатель, который в зависимости от ширины набранного пакета может обладать разной мощностью, разными характеристиками и, конечно же, применяться абсолютно в разных областях. Это может быть и авиационный двигатель для квадрокоптеров сверхтяжелого класса, это может быть и тяговый двигатель для легкого транспорта, для тяжелого транспорта, это может быть и в том числе безредукторная лифтовая лебедка определенной мощности. Поэтому вот благодаря этому высокопроизводительному оборудованию мы получили возможность производить не только двигатели одного типа, но и также, скажем так, разные. То есть, либо мы запускаем на одной оснастке сегменты штучные, либо мы запускаем уже готовые пластины ротора и статора, которые одномоментно появляются, причем с пуклевкой, да? Они собираются сразу, и это сокращает время производства. Поэтому чем дальше, тем больше возможностей у компании. Здесь вы можете наблюдать контейнер для отходов. Это те части ленты, которые остаются после отбивки, собственно, самих сегментов в данном случае. Складирование ленты, которая разной ширины, разной длины, соответственно, для разного рода изделий. Вот так выглядит автоматическая подача. Я думаю, потом с той стороны еще вам на видео подставят кадры, как это работает. Ну, выглядит очень эффектно. И на самом деле вот эта огромная катушка достаточно быстро уходит. Вот, например, сегодня Дмитрий Александрович поставил задачу всю эту катушку использовать и создать сегменты. Ну и отдельно хочется сказать про наш стеллаж, который имеет достаточно хорошую грузоподъемность. Мы о нем уже говорили, но стоит отметить, что количество оснастки, в данном случае штампов, да, оно продолжает увеличиваться. Раз, два, три, которые сейчас установлены в самом прессе. И это говорит о том, что наши возможности по диапазону двигателей, которые мы можем производить уже серийно, растет с каждым разом все больше и больше. Поэтому проект развивается. Я очень рад, что мы сейчас можем записывать подобные видео и говорить уже о том, что сделано. Хотя на самом деле предстоит нам еще немало задач выполнить. Но, тем не менее, благодаря вашей поддержке, доверию и участию в проекте мы пришли к тому, что имеем сейчас. И с этим всем я, конечно же, нас всех и поздравляю. Поэтому спасибо за оказанное доверие. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, если вы смотрите нас на YouTube, чтобы не пропускать всю информацию из проекта. Хотели на самом деле записать это при работающем станке, но пришлось попросить Дмитрия его поставить на паузу, потому что иначе ничего вы бы не услышали. Ну а на этом спасибо и до новых встреч!